Друзья, всем привет! Как вы уже заметили, у меня теперь зимняя заставка для всех моих видео. И у меня такое, знаете, настроение было новогоднее, когда у нас выпал первый снег наконец-то в ноябре, но, к сожалению, он растаял. Но, несмотря на это, я все же успела им полюбоваться, а в начале декабря нам снова обещают снегопады. Боже мой, какая красота! Смотрите, облака какие! Вот. Баньку сейчас буду топить. И вся калина в снегу, смотрите. Вау, вау, вау. Как красиво. И елочки там стоят. 3 моих голубых елей. Вот такая картина у нас. Красивое небо-то. Вау, красиво. Друзья, всем привет! Сегодня у меня влоговое видео. Я буду показывать вам, какими делами я занимаюсь дома, потому что на улице у нас сегодня трындец. Льет дождь, +6, и вообще не ноябрьская погода нисколько. У нас выпал первый снег, и он растаял. Представляете, растаял, и сейчас льет дождь. В прошлом году у нас в это время, а сегодня 22 ноября, уже лежал снег, на минуточку. Зима была уже, а в этом году какой-то атас, конечно. Так, друзья, я продолжаю заниматься светом в доме. Помните мою историю, да? Я купила светодиодную ленту, которую я купила якобы для кухни, а в итоге она пригодилась у меня на крыльце, потому что свет от нее очень сильный. Так вот, я расстроилась и, конечно, ее хотела на кухню, но я купила себе другую светодиодную ленту. Кстати, кто-то в комментариях мне там написал: Наташа, было очень смешно, когда ты светодиодную ленту назвала светоидной. Ну, извините, я иногда невнимательно читаю названия незнакомых слов. Вот, в общем, я купила новую светодиодную ленту для кухни. Вот она вот так вот выглядит. Вот на это не обращайте внимания. Это гирлянда роса, она на проволочке, и она вообще для елки так-то. Вот, а не для освещения в доме, но как временное освещение она мне помогала, в общем-то. Ну а сейчас у меня новая светодиодная лента, как видите, вот она, вот она. Сейчас я вам покажу, как она работает, это вообще класс. Алиса, выключи свет в доме. Хоба. Ха. Алиса, включи свет. В каком доме сделать? В доме включи свет. Оп. Алиса, включи режим северное сияние. Уточните, где именно? В доме. Вот, она сейчас переливаться начнет. Короче, она на Wi-Fi, как вы поняли, и здесь можно регулировать освещение не только голосом, кстати, но и в приложении. Она и красная, и синяя, и зеленая. Алиса, включи салатовый свет. Сделаю, только уточните, где. В доме. Вот он, обожаю вот этот салатовый цвет. В общем, эту светодиодную ленту я купила по скидке. Черная пятница была на Wildberries, и я ее взяла практически в полцены. Она мне досталась, так она вообще дорогая. Продается она 3-метровой, и плюс к ней можно еще докупать по метру, по 3 присоединять. Вот, и еще в ней можно регулировать яркость и голосом, и в приложении. Еще, друзья, хочу вам показать. Смотрите, у меня есть декоративные комнатные перчики. Они острые. Мне соседка дала, в общем, на рассаду. Сейчас ноябрь, как бы, и смотрите, они зацвели у меня. Вот беленький цветочек. А вот эти уже отходят, которые вянут уже. Такой остренький перчик. Хорошо его с мясом есть. А вот это я выращиваю комнатные помидорки черри. Не помню, как сорт называется, к сожалению, не запомнила, но в Телеграме я уже показывала пакетик. Можете зайти в Телеграм, посмотреть. Вот они у меня уже такие большие. Посадила я их, кажется, то ли в конце сентября, то ли в начале октября, уже не помню, но уже большенькие такие. Вообще у меня здесь прям комнатный огород на подоконнике. Вот здесь растет мята, я ее пересадила с грядки, прям выкопала с корнем, посадила большой горшок. А вот это у меня петрушка. Смотрите, как пышет просто зеленушечкой. В общем, друзья, я считаю, что комнатные цветы не нужны в деревне, а нужны вот такие вот огородики, мини-огородики в горшках. Петрушечка, мята, перчик и помидорки скоро будут. И даже есть комнатные огурцы, я смотрела на Wildberries. Но что-то мне кажется, этого достаточно пока. Друзья, вы все очень часто меня спрашиваете: Наташа, как найти удаленную работу, как вообще найти вакансию с удаленной работой.
как устроиться на удаленную работу. Также спрашиваете очень часто, где можно подучиться, чтобы найти удаленную работу и так далее. Восхищаются моим образом жизни и спрашивают, где я работаю, как я работаю, вообще чем я зарабатываю, здесь проживаю в деревне, да, как, на что я живу. Очень много таких вопросов, очень часто вы об этом спрашиваете. Дело в том, что я уже записывала видео на эту тему, подробно там все рассказала. Если вы его не видели, пройдите, посмотрите. Так вот, друзья, сегодня я вам раскрою небольшой секрет, как найти удаленную работу и вообще как жить в деревенской жизнью и иметь такой вот заработок, как я, удаленный, да. Ну вот, к примеру, сейчас очень популярны нейросети. Лично я пользуюсь нейросетью Шедевром. На самом деле их очень много, не только вот Шедевром может быть, да. Вот у меня здесь аккаунт есть, и я пытаюсь просто чисто для своего удовольствия, скажем так, пытаюсь генерировать различные картинки. Вот, например, я здесь нагенерировала себе девушку, которая занимается йогой в саду. Получаются очень атмосферные такие живые, я бы сказала, фотографии, да, потому что это рисунками назвать нельзя. Вот рай, например, девушку-ангела я пыталась генерировать. Все это я делаю, друзья мои, за пару минут. Я просто пишу текст, что я хочу видеть на картинке. Вот, например, я хочу видеть на картинке стеклянную вишню, да. И мне нейросеть, вот эта Шедевром, она выдает такую красивущую картинку. Ну, не прелесть ли? Вообще шикарно. Или, например, я хочу увидеть фотографию стеклянного пиона. И вот, пожалуйста, нейросеть мне выдает стеклянный пион. Или вот стеклянная роза. Красиво, красиво. Стеклянный тюльпан. Что еще здесь? Вот стеклянная вишня. Ну, в общем, массу сюжетов я могу просто вбить текстом для нейросети. Вот девочка обнимается с лисой. Посмотрите, какая душевная фотография получилась. И таким образом я могу проиллюстрировать, например, любую книгу. В блоге могу проиллюстрировать все, что я захочу, если у меня нет, допустим, какой-то фотографии интересной. Или вот, например, изображение девочки с котом с помощью техники рисования акварелью. Красиво, красиво. Ну, короче, можно нагенерировать всего. Посмотрите, у меня здесь масса всего. Даже интерьер дома можно сгенерировать, экстерьер дома, каких-то сказочных персонажей. Но я думаю, вы уже поняли, да? То есть можно нагенерировать все, что угодно. Для чего это нужно? Если вы сейчас зайдете на Валберес, например, все видели карточки с изображением товаров, где вот анимация используется, да, вот здесь котик шагает, вон, видите, вот здесь показывает, как кот жует шашлык прям с шампура. То есть это не снято на видео, не сфотографировано, не сделано аниматорами, да, это все сделано нейросетями, друзья. И очень много продавцов уже используют такие вот карточки товаров. Вот, например, кот пьет коктейль из бокала. Прекрасно, да? Так вот, друзья, в нашей компании, вот там, где я сейчас работаю, мы сейчас уже пользуемся нейросетями. Мы сейчас уже генерируем картинки, которые размещаем на сайте, и на это уходит гораздо меньше времени, чем если бы кто-то фотографировал что-то, если бы аниматор что-то рисовал, если бы там в фотошопе что-то нужно было нарисовать, да. Сейчас уже просто мы заходим в нейросети и уже размещаем это на сайте. И я считаю, в этом нужно сейчас развиваться, потому что именно благодаря вот этому навыку работы с нейросетями, вы сможете найти себе достаточно много хороших вакансий для удаленной работы. Так вот, друзья, хочу вам порекомендовать школу Михаила Христосенко по работе с нейросетями. В этой школе есть специальный 5-дневный бесплатный практикум, где вы научитесь работать с нейросетями, где вы посмотрите 5 прямых эфиров и вам расскажут, как работать с нейросетями. Хотя бы приблизительно увидите, как это вообще, что это для вас, это не для вас. Там, значит, вам расскажут, как писать тексты и находить ответы на любые вопросы за 5 секунд в нейросетях, да, как создавать уникальные изображения под любой запрос, вот это я очень люблю, кстати, как писать сценарии для различных видео для своего блога, как генерировать видеоконтент, можно создавать с помощью нейросетей различные интересные видео, как создавать сайт, как анализировать любые данные, которые вам необходимы в интернете. С помощью нейросетей также можно создавать музыку, озвучивать любым голосом тексты, аудио создавать. Сейчас, друзья мои, 25-й год, и просто какой-то бум на нейросети. Это действительно сейчас очень сильно развивается. И если вы хотите найти удаленную работу, я думаю, что это прекрасная возможность хотя бы познакомиться бесплатно, да, вот с тем, как это все работает. А уже потом, может быть, вы решите пойти на вот этот курс уже в платном формате и уже научитесь работе с нейросетями и найдете себе удаленную работу. Ну, кто такой Михаил Христосенко? Хочу рассказать, да, это предприниматель, практик, бизнес-тренер. За 6 лет он обучил множество людей. Это автор 4 книг.
по бизнесу, автор более 10 публикаций в различных публичных изданиях, и более 10 лет он ведет свою предпринимательскую деятельность. Вот, в общем, он организовал такой вот курс по работе с нейросетями. Я думаю, что у предпринимателей стоит учиться, друзья. Это те люди, которые идут всегда в ногу со временем и на шаг вперед. Вот здесь вот много отзывов об этой школе от реальных людей. В общем, друзья, я оставлю вам ссылку под этим видео, по которой вы можете пройти и зарегистрироваться на этот бесплатный 5-дневный практикум по работе с нейросетями. Так что обязательно пройдите туда, посмотрите, что это такое, что за зверь такой нейросети. Сложно вам, не сложно с ним будет работать. Там массу полезной информации вы узнаете бесплатно. Тогда, может быть, вы уже для себя решите, что нужно пойти обучаться этим нейросетям. И обучившись им, вы уже сможете найти себе удаленную работу, уехать за город, жить в деревню, вести такой же образ жизни, как и я. И вообще, друзья, я считаю, нужно идти в ногу со временем. Постоянно нужно чему-то учиться новому, нельзя сидеть на месте. Поэтому это просто прекрасная возможность. Я лично сама постоянно всему учусь, я не стою на месте. Сейчас такое время, что не бывает такого, что человек по 35 лет сидит на одном рабочем месте и что-то там зарабатывает, да. Сейчас постоянно нужно развиваться, учиться, потому что все развивается в этом мире. Всему нужно обучаться. Учиться вообще никогда не поздно. И это очень полезно не только в плане финансов, да, но и также очень хорошо развивает обучение наш мозг. И благодаря чему мы дольше остаемся молодыми, красивыми, здоровыми. Поэтому учитесь обязательно, это очень полезно. Да и вообще, друзья, работать на себя и чувствовать себя самым востребованным специалистом на рынке труда, ну разве это не круто? В общем, друзья, оставлю вам ссылку на этот бесплатный 5-дневный практикум по нейросетям под этим видео. Обязательно пройдите, посмотрите. И тогда вы станете намного ближе к своей мечте о загородной деревенской жизни и удаленной работе. Друзья, я так рада, что у меня есть возможность соприкасаться со всеми стихиями. Вот здесь вот, проживая в деревне, в городе у меня такой возможности не было, и там природа вообще, она чувствуется каким-то фоном. А здесь вышел на крыльцо и оказался уже вот в такой вот сказочной атмосфере. Посмотрите, как светит солнце, легкий морозец. Вчера был дождь, а сегодня вот такая уже красота. И посмотрите, как атмосферно идет дымок из трубы моего дома. Просто сказка. Ради этого стоит уже переехать в деревню, друзья. Так, друзья, вы меня очень часто спрашиваете, что я ем вообще, как я здесь питаюсь. Показываю, значит, что я кушаю. Сегодня у меня на обед приготовлен рис басмати. Вот это вот, значит, индейка, филе индейки я потушила вместе с лучком, с морковкой. И также я замораживала летом горошек зеленый и болгарский перчик. Я его режу такими, кусочками, замораживаю, потом тушу вместе с овощами, с мяском. Ну и горошек. Я, значит, просто в восторге от горошка, от свежего, который вот я его наколупала летом, да, и заморозила на зиму в морозилке. И он такой вкусный. В следующем году я посажу побольше этого зеленого горошка, побольше наморожу, потому что у меня уже заканчивается, а еще только ноябрь. На зиму не хватает. А еще у меня салатик. Вот здесь на обед сегодня. Необычный салатик. Я этот рецепт увидела у Алисы на канале Лисий домик. Они с Димой очень любят есть вот этот салат. Значит, что здесь в этом салате? Красная фасоль, кукуруза консервированная, сухарики, майонез, и еще я сюда покрошила плавленый сырок. Вот, можно яичко добавить, но я яиц не стала добавлять, мне и так нравится. Вот, смотрите, как он аппетитно выглядит. Действительно очень вкусно. Ну, в общем, вот, друзья, всем приятного аппетита. Не могу дальше снимать видео, хочется есть. Друзья, мне снова пришел заказ из Фаберлика. Хочу с вами поделиться, рассказать, показать, что и как. В прошлый раз я вам показывала уже заказ, но в этот раз у меня будет все новое. Я буду тестировать, нюхать, я буду это все пробовать впервые и рассказывать вам, что мне понравилось, что не понравилось. Но здесь все новое, кроме вот одного аромадиффузора. Да, его я уже заказывала в прошлый раз и вам его показывала. Он у меня стоит в ванной комнате, и антистресс он называется, да. У него невероятный аромат, знаете, как будто духи. Я даже, знаете, немножко засомневалась, может быть, это духи. Он очень вкусно пахнет, тонким каким-то, с тонкой свежестью, цветочный какой-то вот аромат у него, цветочный, ягодно-фруктовый, что ли. Но его я вскрывать не буду, я вам уже в прошлом видео показывала, просто я его заказала еще раз, потому что он мне очень понравился. Ну, а на этот раз я решила еще один такой аромадиффузор заказать, но уже немножко с другим ароматом, называется он «Позитив». Позитивное такое название. Давайте попробуем его.
А вообще Фаберлик, он описывает все свои аромадиффузоры. Я, кстати, тексты вот на этом еще не читала. Давайте почитаем, как описывается этот аромат. Середина июня, зеленый луг усыпан маленькими точками только раскрывшихся бутонов фиалок, а вдали искрится сияющая гладь огромного озера. Хочется бежать босиком, не останавливаясь, сбивая со стебельков прохладные жемчужинки росы. Боже! А потом упасть на мягкую траву и долго-долго смотреть, как плывут облака в бесконечно голубом небе. На губах сама собой появляется улыбка. Вот она, ощущение радости. Ну, описание, конечно, они мастера делать для диффузоров. Вот, давайте посмотрим, понюхаем, как он пахнет. Здесь вот такая пробка. Вот, я его открыла. И знаете, здесь очень ярко выраженный запах цветов. Цветов, даже я не знаю, как на что-то очень напоминает какой-то цветок. Пытаюсь вспомнить, какой цветок мне напоминает этот аромат. Вообще здесь в составе написано, что более 30% основа растительного происхождения и 15% ароматических и эфирных масел. Ну, какой-то вот очень сильно мне напоминает какой-то цветок, запах какого-то цветка. Здесь еще есть нотки свежести. И какой-то очень сильно мне напоминает цветок. То ли одуванчик в смеси с зеленым чаем, то ли лилия. Вот нарцисс, лилия, наверное, что-то такое похожее. Немножко свежести, зеленой травы, вот что-то очень напоминает. В общем, его я поставлю в ванную комнату. Там у меня уже такой один закончился. А вот антистресс, ну вот это вот моя любовь просто. Вот этот аромат всем рекомендую очень попробовать. Вот мне, по крайней мере, он очень понравился. Как будто я духи нюхаю. А вот этот действительно, наверное, похож больше на аромадиффузор, но у него аромат такой интерьерный, скорее всего. Диффузоры мы посмотрели. Следующий аромат, который я хочу вам показать, я решила, знаете, заказать туалетную воду у Фаберлика, попробовать. Вообще я редко пользуюсь туалетной водой, но эту я не могла не заказать, друзья, потому что основная нота аромата в этой туалетной воде — это дыня. Я обожаю все, что связано с ароматами дыни, огурца, арбуза. В общем, давайте попробуем. Здесь такая еще красивая упаковка, как будто конфетку мне завернули. Вообще, если мне не понравится вот этот аромат туалетной воды, я либо маме с сестрой подарю, либо буду использовать как интерьерный аромат тоже. Кстати, смотрите, какой интересный флакончик, да, вот как будто тоже какая-то карамельная конфета. Такая пробочка у него еще интересная. Давайте посмотрим, что здесь. Флакончик такой достаточно маленький, его даже, мне кажется, в сумочке можно носить. В общем, давайте попробуем, что. Ну-ка. Да, знаете, есть что-то такое сладковатое. Немножко свежести чувствуется. Вы знаете, не совсем здесь дыни пахнет, даже свежесть какая-то чувствуется от этой туалетной воды. И рисковатый какой-то запах, что-то такое, какой-то даже там немножко табак чувствуется или древесные какие-то нотки, но дыни это не пахнет. Вообще на сайте Фаберлика есть описание всех ароматов туалетной воды. Но вот эту я буду использовать в качестве интерьерного аромата. Может быть, маме и сестре понравится, тогда я им подарю. Как по мне, он достаточно рисковатый, не очень мне понравился он. Следующее, что я заказала, это такой вот спрей парфюмированный. Тоже интерьерный спрей. Здесь аромат, как вы видите, корицы с апельсином. Давайте посмотрим. Обычно я пользуюсь этими спреями, знаете, в том случае, когда кошки помимо лотков куда-нибудь сходят. Нужно иногда обработать это место, чтобы больше там не пахло кошачьими запахами. И вот когда таким чем-то спреем каким-нибудь прыскаешь, они перестают туда ходить. Вообще просто для туалета, для ванной комнаты вполне. Вот здесь есть такой механизм защелкивающийся, который нужно нажать, чтобы оно прыскало. Так, давайте. Вот. Ну-ка. Ну, корица здесь чувствуется, но апельсина не чувствуется совсем, если честно. Корицы что-то такое, но он достаточно слабый, не ярко выраженный запах, но корицей очень хорошо пахнет. Вообще, знаете, запах такой очень мягкий, не резкий, не бросается в нос. Очень сильно пахнет корицей и деревом, какой-то древесный такой запах. Апельсина, ну, я здесь практически не чувствую, прям чуть-чуть этого апельсина. Прям еле-еле, прям внюхиваться надо, чтобы этот апельсин почувствовать. Но такой вот запах, он, знаете, приятный, я бы сказала. Дерево и корица больше пахнет. Еще чуть-чуть ванилью пахнет. Мне нравятся такие мягкие ароматы, не бросаются в нос и в то же время приятно. Следующее, что я заказала, я решила попробовать вот такую вот зубную пасту. Она называется Сакура. Зубная паста для комплексного ухода за зубами. Создана по какой-то японской технологии или корейской, я точно не помню, надо посмотреть на сайте Фаберлика. Сейчас попробую ее открыть. Кстати, почему я еще взяла эту зубную пасту? Потому что она без фтора. Я чищу зубы исключительно зубными пастами, которые без фтора.
В общем, она вот такого вот розового цвета, как-то переливается даже. Очень сильно пахнет мятой. Знаете, раньше такие мятные жвачки были. Я не помню, как они называются, но прям мне очень напомнило этот запах, запах мятной жвачки. Ярко выраженный ментол. Ну, я люблю такие зубные пасты, чтобы мятой пахли. Освежающий аромат. Так, следующее, что я заказала, это корейский мультигель для стирки плюс кондиционер. Ну, короче, гель для стирки с кондиционером 2 в 1. Вообще, знаете, очень люблю корейскую продукцию, бытовую химию, косметику очень. И вот я решила попробовать этот гель. Здесь написано, что запах нероли и гибискуса. Сейчас открою, попробую понюхать, чем он пахнет. Такой вот он голубенький. Ну-ка. Ну, знаете, очень хорошо пахнет свежестью такой, мне нравится. Нету резкого запаха, от которого чихаешь. Мягкий, свежий запах. Я думаю, мне очень понравится после стирки нюхать белье. Ну, еще я заказала тинт. Тинт для губ, друзья. Чем он очень мне понравился, то, что он в составе с гиалуроновой кислотой и не сушит губы. Написано увлажняющий тинт для губ с гиалуроновым комплексом. Я, если честно, впервые вижу тинт увлажняющий. Обычно тинт очень сушит губы, а это я прям удивилась. Решила заказать, посмотреть, попробовать. Сейчас вот надо его открыть. Вот так вот он выглядит. Флакончик у него прозрачный. И смотрите, внутри кроваво-красный цвет. Но на самом деле он имеет несколько оттенков. Нужно на губах его пробовать. Так, давайте посмотрим, как он будет на руке смотреться. Вот, смотрите. Он такой рыжевато-кораллово-красный. Я, кстати, люблю такие оттенки рыжевато-коралловые. И, как видите, он блестит, он увлажняет действительно кожу. Попробую покрасить. Слушайте, но при дневном освещении мне цвет нравится больше. Это, конечно, вечерний вариант. На какой-нибудь новогодний вечер, например, так губы можно покрасить. Цвет мне нравится. Он такой рыжевато-красный. Я прям люблю такие оттенки рыжевато-красные. Сейчас пигмент пропитается в губы. Я сниму верхний слой. И мы посмотрим, как этот же тинт будет смотреться однослойным, скажем так. Снимем этот слой. Ну, вот так вот более естественно. То есть пигмент, он остается на губах. Губы при этом увлажненные, они не сухие. Вот, смотрите. То есть я их могу облизывать, пигмент остается на губах, ничего не смазывается, и при этом естественный такой оттенок. Ну, слушайте, очень хорошо даже вот такой вот оттенок, когда снимаешь верхний слой вот этого пигмента, и получается такой нюдовый оттенок, рыжевато-красный, слегка-слегка, да. Либо, знаете, как можно, прям чуть-чуть капельку на губы сделать, прям чуть-чуть этого тинта, и потом, вот знаете, как кореянки это делают, они просто размазывают его вот так вот, как бальзам для губ. Вот. Получается так вот слегка-слегка поярче можно сделать. Блин, он такой сладкий. Прям съесть хочется, облизать все губы и съесть. Друзья, еще я заказала себе из Фаберлика домашнюю одежду. Сейчас я вам буду показывать. Здесь штанишки и кофточка. Брюки эти свободного кроя и очень мягкие, из материала, похожего на кашемир, очень приятного к телу. На талии есть такая вот кулиска со шнурками. А вот это, друзья, такая вот кофточка. Это тоже хлопок, но это больше ХБшный такой вот материал, мне нравится. Дома я очень люблю ходить в комфортной, свободной и приятной к телу одежде. Такая одежда очень помогает снять стресс после тяжелого рабочего дня. Также в ней очень удобно заниматься йогой. И также можно расслабиться на каком-нибудь диванчике с приятной, интересной книжечкой. В общем, что я сегодня буду делать? Значит, помните, я показывала вам свое новое рабочее место. Оно теперь выглядит так. Я его укрыла пледом. Подробно о нем я рассказываю в другом своем видео. Ну а сегодня, собственно, что я хочу сделать? Оно полностью из дерева. И поскольку у меня здесь стоит ноутбук, как видите, от ножек ноутбука этот столик уже стал пачкаться. Я решила покрасить этот столик белой краской. Вообще, я все кресло планирую покрасить белой краской. Но, к сожалению, я сейчас планирую в первую очередь красить стены в доме, поэтому краску экономлю. И пока покрашу только столешницу этого столика белым. И потом, значит, я купила еще на Вайлдберрис вот такую вот пленку, жидкое стекло, она, по-моему, называется, да. Но здесь она в трубочке. Я вам уже показывала вот эту клеенку. Она у меня лежит на столе, который стоит на крыльце. Гибкое стекло называется. Прозрачная ПВХ пленка обычная. В общем, я приклею эту ПВХ пленку, гибкое стекло, когда покрашу столик,
вот на такой вот двусторонний многоразовый скотч, прозрачный. Вот, супер сильная фиксация, термостойкий, водостойкий, без следов, не реклама, если что. Первый раз я его купила, мне очень понравилась концепция. В общем, вот сейчас буду пробовать красить этот столик. И посмотрим, как потом вот эта ПВХ-пленка ляжет. Надо будет вырезать еще под столик ее. В общем, друзья, я взяла вот такую вот краску для вот этого столика. Ну как, я ее не только для мебели и для кресла брала, но и также для стен, для моих деревянных в доме, которые, да. Она и для дерева подходит, она без запаха и матовая. Мне нравится то, что она матовая. Это не реклама, просто я буду красить этой краской, показываю вам, да. Взяла вот такой вот валик еще. И маленькую кисточку. В общем, посмотрим, что у меня получится сейчас. В общем, эта краска оказалась очень густой и плотной, что сказалось на качестве покраски. Сначала я покрасила стол кисточкой, после нее остались разводы такие вот не очень приятные. Поэтому я потом прошлась еще сверху валиком и потом еще попробовала закрасить вторым слоем, ну, чтобы более-менее краска перекрыла весь стол. Вообще я ожидала, что она ляжет так гладенько, но получилась из нее какая-то такая текстура, даже, знаете, текстура от валика. Ну, в общем-то, я с этим смирилась, отнеслась к этому как к творчеству, даже так намного интереснее получилось. Также белой краской я покрасила специальный держатель для ноутбука, который был в комплекте с этим столиком. Так, друзья, в общем, вот я покрасила. Смотрите, как она легла. Покрасила я в 2 слоя. И она очень густая и получалась такими полосами. В общем, я еще прошлась валиком. И по первому слою, и по второму. И в итоге у меня получился такой вот слой, видите, декоративный, скажем так. Вот так она легла. Мне кажется, знаете, почему она так легла? Потому что дерево чем-то обработано вот у этого кресла. И оно какое-то скользковатое. Неровно, короче, как-то так краска это легла. Шеварушками такими, не гладко. И вот эту вот плашечку, которая держит ноутбук, когда в сторону кресла наклоняется столик, вот эта плашечка, она держит, значит, ноутбук. Я ее тоже покрасила. Она свободно отсюда вынималась и постоянно падала, когда я наклоняла кресло. Но вот здесь она на краску прям приклеилась хорошо так. Мне понравилось. И я решила ее отсюда не выковыривать, пусть будет. Мне она не мешает, а как раз-таки очень хорошо, что она закреплена здесь. Значит, теперь проблема следующая. Нужно вырезать под этот столик клеенку. Я не знаю, как вырезать. У меня, во-первых, канцелярского ножа нет. Во-вторых, как-то нужно размечать ее. В-третьих, нужно вырезать вот для этой штучки специальное такое вот отверстие. В общем, я решила отрезать эту клеенку самым простым способом. Просто развернула ее на столике, отмерила столько, сколько нужно, отрезала ножницами. И затем на самом столике, прямо по его форме, обрезала ножницами вот так вот края. Ну, получилось у меня, конечно, не идеально, не тютелька в тютельку, но это даже лучше, чем ничего, согласитесь. А вот вырезать отверстие для держателя было намного сложнее. Мне пришлось вырезать маникюрными ножничками маленькими его, и поэтому получилось достаточно криво. Но это лучше, чем ничего тоже. А вот дальше моей задачей было закрепить вот это жидкое стекло на столешнице с помощью двустороннего прозрачного липкого скотча. Если честно, мне не очень понравилось, как он лег. Он, конечно, хорошо держит пленку, я не спорю, все супер, но он очень толстый, из-за чего вот эта пленка, она под ним, ну, торчит слегка, так я бы даже сказала. Конечно, если бы производитель сделал толщину этого скотча намного меньше, смотрелось бы намного лучше. Но имеем то, что имеем, как говорится. В общем, вот, друзья, как выглядит реализация моей затеи с жидким стеклом. Конечно, не совсем то, что я хотела, но уж лучше так, чем совсем ничего, согласитесь. Проблема в чем? Проблема в том, что, во-первых, вот эта лента прозрачная клейкая, двусторонняя, она толстая, а во-вторых, от нее, смотрите, какие липушки. То есть я не могу ее вот, ну, как-то так приклеить, чтобы она без вот этих вот штучек была прозрачная, идеально прозрачная она не получается. Потом я хотела разрезать пополам вот эти вот ленту, она очень сильно липнет к ножницам, получается вообще ерунда. Коряво режется. Вот, поэтому получается отрезать только вот такой широкий кусок и вот так приляпать. Ну, вы знаете, мне кажется, лучше так, чем совсем никак, да? Вот такая вот лента, она двусторонняя. С одной стороны она клеится, и с другой стороны потом отделяется от нее пленка. В общем, можно потом приклеивать на другую поверхность.
Нашла я ее на Wildberries, не спрашивайте где. Друзья, на всех маркетплейсах есть те товары, которые я вам показываю в своих видео. Я все заказываю на Wildberries. Чаще на Wildberries, реже на Озоне. Вот здесь мне пришлось вырезать маникюрными ножничками вот для этой плашечки, которая держит ноутбук. И, как видите, не очень ровно это получилось, потому что маникюрные ножнички у меня не совсем ровные. Ну, хорошо, пусть будет так. Ну, по крайней мере, у меня вот этот столик, он не будет загваздан ножками от ноутбука. У меня на ноутбуке черные ножки, и они вот, ну, задевают за этот стол, и на нем черные такие полосы остаются. Поэтому пусть лучше здесь будет жидкое стекло. К тому же у меня часто здесь сидят кошки. Они очень любят вот лежать на моем кресле, когда я попу поднимаю, особенно Белочка. Поэтому вот я им, смотрите, здесь даже постелила специальную пеленку, чтобы они мне плед не испачкали. Вот, я сажусь, убираю эту пеленку, сажусь, и вот здесь вот можно будет протирать теперь. По-моему, неплохо получилось, согласитесь. Идея нормальная. Вот, пожалуйста, посмотрите, пришла. Эта дамочка постоянно занимает мое место, да, Белек? Скажи, а чё? Попу поднял, место потерял. Вы посмотрите на ее лапку. Она пришла с улицы вот с этими желтыми лапами. Где ты вот испачкала ее, Бел? Где ты лапочку испачкала? Ну хорошо, хоть на пеленку легла. Пеленку можно постирать. А плед, вот я замучилась пледа стирать. Вот так вот мы лежим. Вот. Вот такие мы, да, Бел? Скажи, место занято. В общем, друзья, пишите в комментариях, понравилась ли вам реализация укрытия моего рабочего столика. Мне кажется, это самое лучшее, что я могла сделать в тех условиях, которые у меня есть, и теми инструментами, которые у меня есть. В общем, на сегодня все, друзья. Надеюсь, что скоро наступит настоящая зима, к нам прилетит настоящий снег. Но на сегодня все. Всех благодарю за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.